Всех приветствую на канале. Игра Барселоны Хави – шедевр. Униженный Реал сподобился лишь на жалобы судье. Такого Эль Классико мир не ждал. 21 марта 2022 года, 1 час 15 минут МСК Футбол. Вот это да! Реал разгромлен Барселоной в Эль Классико на Сантьяго-Бернабеу. После этой игры особенно грустно, что каталонцы сильно отстали от Мадрида по ходу сезона и вряд ли имеют шансы побороться за золото. Главной потерей Реала перед Эль Классико был Карим Бензема. Тренер сливочных Карло Анчелотти, отвечая на вопрос о том, кто выйдет вместо травмированного французского центр-форварда, загадал журналистам и болельщикам загадку. Бензема и Менди завтра не сыграют. Они начнут работать с командой на следующей неделе и будут здесь с нами. Нам нет смысла рисковать. Я уже решил, кто заменит Бензема, но не буду говорить вам, кого я выбрал. Альтернатива Бензема: Бейл, Мариано Диас, Йович, Иска, Родриго. У нас много вариантов. Мы выберем тот, который лучше подходит для этой игры, сказал на предматчевой пресс-конференции Анчелотти. По поводу отсутствия Бензема высказался даже Хави. Тренер Барселоны не стал отвечать в стиле незаменимых «нет», а признал, это проблема для Мадрида. Бензема – одна из лучших девяток мира. Это ощутимая потеря, но наш подход к игре она не изменит. А вот Реала, возможно. В результате после непростых раздумий Анчелотти заменил Бензема никем. Когда начался матч, выяснилось, что Реал вообще играет без центр-форварда. Впереди оказывались, поочередно меняясь местами, Лука Модрич и Федерико Вальверде. Анчелотти сделал ставку на перевес в центре поля, а в атаке – на врывание через фланги и полуфланги венгеров Родриго и Винисиуса Жуниора, которые, по сути, исполняли роль форвардов в непростой для описания схеме итальянского тренера. Реал едва не забил быстрый гол, когда как раз Вальверде пробил с передачи Винисиуса. Марк-Андре Территория Штеген вытащил труднейший мяч, но в целом план Анчелотти не работал. Барса доминировала, постоянно находила варианты в средней линии и быстро двигала мячи, несмотря на большое количество полузащитников сливочных, доводила свое владение до 63%. Еще команда Хави здорово применяла коллективный отбор на чужой половине, причем в помощь Пьер-Эмерику Обамеянгу поднимался до центральных защитников шустрый Педри. Мадрид же не прессинговал соперника так интенсивно, зачастую обороняясь позиционно. В этой ситуации цейонтардев и каталонцев чувствовали себя как на пикнике, с мячом на них минимум давления, без мяча тоже. В какой-то момент на Сантьяго-Бернабеу раздался свист. Болельщики хозяев понимали, что добром это не кончится. Ферран Торрес на своем фланге крутил позвонки Дани Карвахалю, но гол все-таки пришел с правого края атаки гостей. Получился он не по-барселонски простым, Усман Дембеле разобрался 1 в 1 с Начи, а Милитао в штрафной упустил Обамеянга. Но поразительно, что и при 0-1 характер игры не поменялся. После первого тайма Реал уступал по ударам со счетом 4-9, в створ 2-5, по передачам на чужой трети 26-121. Лучший момент Мадрида завершился дикой симуляцией Винисиуса Жуниора. Неужели бразилец думал, что в эпоху ВАР такое прокатит в матче с Барсой? Второй гол команды Хави тоже не стал следствием какого-то тонкого розыгрыша. Простая подача с углового в нужную точку и неправильный тайминг прыжка от Давида Алабы. Гол Рональда Арауха заставил Анчелотти заскучать. Реакция тренера Реала на провальные 45 минут – двойная замена. Во втором тайме квартет защитников сливочных выглядел так: справа налево – Начо, Милитао, Каземира, Алаба. То есть итальянец внес 3 изменения в линию, которая должна быть самой сыгранной и надежной. В атаке наконец-то появился нападающий, Мариано Диас. Что из этого получилось? Выход 1 на 1 в первой же атаке Барсы после перерыва, загубленный Ферраном, и 2 гола в ворота сливочных за 5 минут. Торрес забил с паса Обамеянга, Обамеянг забил с паса Торреса. Эти двое на свободном пространстве делали с обороной лидера примеры, что хотели. Причем в первом случае все началось с проигранного ключевого единоборства свежим Эдуарду Камавинга. Реал оспаривал 4-й гол гостей, говоря об офсайде, но и ВАР в этот день не был на стороне хозяев. После часа игры футбол в Эль Классико стал скучным. Такого точно никто не ожидал. И виновата в этом была не Барса, вернувшая на Сантьяго-Бернабеу болельщиков в те времена, когда сам Хави Хавбек блистал со своей командой. Главный матч весны испортил бездарной игрой Реал.
Интересно, был бы Мадрид настолько безнадежен с Бензема в составе? На Эль Классико Мадрид вышел в черной форме. Получилось символично, для команды Анчелотти это был черный день. Итоговый счет по ударам в створ, 4 часа 10 минут, по голам, 0-4. На шансы Реала в чемпионской гонке это поражение вряд ли как-то повлияет, но послевкусие из-за разгрома, учиненного Барсой, останется неприятным. Воспоминания будут давить и глушить эмоции. А Хави – главный герой вечера. Игра его команды – шедевр. В концовке тренер выпустил на поле своего старого товарища Дани Алвеса, чтобы бразилец провел 400-й матч за Барселону. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.